В Энергодаре коммунальное предприятие «Горзеленстрой» продолжает масштабные работы по ремонту городского поливопровода, а также прокладывает его новые ветки на те участки, где его не было. Здесь приходилось поливать зеленые насаждения работникам коммунальных служб или жителям города вручную. Один из таких участков – это новый сквер, который построила компания ДТЭК на бульваре Юности. Сантехническая бригада коммунального предприятия «Горзеленстрой» продолжает прокладывать новые ветки поливопровода во многих микрорайонах города, особенно в тех местах, где их никогда до этого момента не было, и в тех местах, где поливопровод был очень сильно поврежден. Сейчас ведем работы в первом микрорайоне нашего города. Неподалеку от нас находится сквер на бульваре Юности. Это самый старший микрорайон нашего города, и в нем живут те люди, которые строили Энергодар и развивали его энергетическую мощь. На данный момент мы ведем новые ветки поливопровода вот за моей спиной к тем территориям зеленым, на которых их ранее никогда не было. Тем не менее, жители этого микрорайона высаживают здесь свои цветы, клумбы требуют полива, и по просьбам жителей нашего города мы прокладываем новые ветки. В течение месяца, помимо текущих ремонтов поливопровода, «Горзеленстрой» уже проложил 934 метра новых веток трубопровода в разных районах города. За последнее время сантехнической бригадой, это примерно месяц-два, проложили уже только новых веток практически на 1 километр. В частности, были проложены новые ветки к памятнику Шевченко, который находится на площади перед ДК «Современник». Непосредственно возле этого памятника находятся клумбы, на которых недавно были высажены новые зеленые насаждения. Там было проложено 180 метров новой трубы. Также от строителей 2 до строителей 12 была проложена новая ветка 210 метров. Были также проложены новые ветки по улице Курчатова, по улице Строителей, от мэрии до магазина «Кураж» и на других территориях. Кроме того, сейчас идет настройка полуавтоматического полива на аллее Роз. На данный момент пока еще не вся территория аллеи Роз охватывается поливом. Ведется работа с подрядной организацией, которая продолжает регулировку этого полива, чтобы все зеленые насаждения, в том числе 3000 роз, которые были высажены на этой аллее, охватывались полуавтоматическим поливом. Также ведется настройка полуавтоматического полива, который проложен по скверу на улице Молодежной. К большому разочарованию скептиков, которые говорили о том, что газонная труба умерла и полностью высохла, хочу сказать, что на самом деле весь зеленый покров практически уже восстановлен. Есть еще небольшие участки, которые не охватываются поливом, но тем не менее мы ведем работу над тем, чтобы полностью вся газонная трава была охвачена поливом. Я думаю, что мы ее восстановим. Помимо того, что система полива в Энергодаре сильно изношена и требует постоянных ремонтов, работа ремонтной бригаде добавляют и самовольство энергодарцев. Многие жители города жалуются на отсутствие полива у своих домов. Но находятся и такие энергодарцы, которые специально закрывают краны в своих дворах. Это приводит к массовым порывам в системе. Большая просьба жителям нашего города самовольно не закрывать краны поливопровода. Вот произошел случай на предыдущих выходных, когда мы вынуждены были поливать и аллею Роз, и сквер на улице Молодежной. Была достаточно сухая погода. В 4-м микрорайоне инициативные, в кавычках, жители нашего города закрыли краны, и чтобы подать воду на аллею Роз и сквер по улице Молодежной, мы вынуждены были действовать обе насосные. И та, которая работает от тепловой электростанции, и та, которая работает от тепловодоканала. В результате того, что кто-то из жителей закрыл краны в 4-м микрорайоне, произошли массовые порывы, и практически мы положили 4-й микрорайон, весь поливопровод этого микрорайона, и на данный момент вынуждены заново
его латать, варить и менять целые участки. Также на данный момент работники Горзеленстроя в рамках реконструкции дороги по улице Лесной, которую проводит компания «Нур», меняют некоторые ветки поливопровода, примыкающие к этой улице. Нет, мы вот это заканчиваем все, Ключковского, потом подъедем. Скажи, где занимается порывами подвод? Руководство коммунального предприятия «Горзеленстрой» также подчеркивает, что полив придомовых территорий – это ответственность управляющей компании «Место для людей» или ОСББ. Поэтому по всем вопросам полива на придомовой территории стоит обращаться именно в эти организации. Также хотелось бы отметить, что придомовые территории, полив придомовых территорий ложится полностью на плечи ОСББ и на управляющих компаний. Поэтому те претензии, которые жители нашего города предъявляют к коммунальному предприятию «Горзеленстрой», не обоснованы. Горзеленстрой не обязан поливать придомовые территории. Это обязанность ОСББ или управляющих компаний. Если ОСББ или компания МДЛ не заключила договор на транзит воды на своей территории с коммунальным предприятием «Горзеленстрой», соответственно, подачи воды на придомовую территорию не будет. Поэтому полив придомовых территорий ложится полностью на плечи жильцов, ОСББ и управляющих компаний. Галина Поляница, Николай Резник, НТВ, Орион.